Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня я буду переделывать игрушечных оленей из фикс-прайса и сделаю из них оленей Деда Мороза, очень красивых и нарядных. Вдохновлялась я керамическими оленями из викторианской коллекции Джима Шора. А заодно я протестирую массу папье-маше от Joey. Ну что, приступим к работе? Оленей я купила в фикс-прайсе, но если вдруг у вас нет этого магазина, то дам ссылку в описании под этим видео на похожие игрушки в Симоленде. Я сначала покрыла игрушки белым акриловым грунтом, а потом начала лепить декор из папье-маше. Но вам я советую сделать наоборот. Сначала все слепить, а потом покрыть грунтом. Так как масса папье-маше дает усадку, и некоторые элементы могут просто стянуть за собой грунт. Также фигурки можно заранее немного зашкурить, чтобы грунт и декор держались лучше. Я этого не делала, так как просто забыла про этот этап. Но в принципе поверхность оленей не глянцевая, поэтому все и так хорошо держится. Ну а теперь переходим к лепке. В этот раз я буду лепить из покупной массы папье-маше от Joey, но вы можете сделать папье-маше самостоятельно по моему рецепту. Ссылка в подсказке и в описании под этим видео. Работать с покупной массой нужно так же, как и с самодельной. Хорошо разминаем, лепим нужный декор и выравниваем до гладкости поверхность мокрыми руками или кистью. Единственное отличие – приклеивать детали друг к другу или к основе нужно при помощи клея ПВА, а не с помощью обычной воды, как в случае с самодельной массой. Честно говоря, мне не очень понравилась масса папье-маше от Joey. Она не очень пластичная, лепить из нее какие-то фигурки, а не элементы одежды, как в нашем случае, будет очень сложно, и, на мой взгляд, она дает очень сильную усадку. А также, в отличие от самодельной массы папье-маше, масса от Joey очень долго сохнет. То, что обычно у меня высыхает за день, здесь сохло 2 суток. Есть, конечно же, и плюсы. Поверхность можно выровнять при лепке так, что она будет идеально гладкой после высыхания. Изделия из этой массы получаются очень легкие и прочные, а оттиски из молдов получаются очень четкие. На разрезе эта масса почти не имеет волокон целлюлозы, поэтому из нее легко вырезать ножом или ножницами нужный элемент, в отличие от самодельной массы папье-маше. Так что сама по себе масса неплохая, но подойдет скорее для плоских поделок, а не для объемных игрушек. Например, оклеивать этой массой воздушный шар я бы точно не стала, а слепить панно на стену вполне можно.
После того, как будет слеплена попона, поводья и шапочка, можно переходить к декору всех этих элементов. Я буду декорировать их снежинками и звездочками. И ссылки на мои силиконовые молды вы найдете в описании под этим видео. Оставляем оленей на просушку и переходим к созданию рогов. Для этого нам понадобится проволока. У меня флористическая диаметром 0,8 мм и длиной 40 см. На один рог мне понадобилось 3 штуки проволоки. Сгибаем одну проволоку пополам и формируем из нее рог. Делаем 2 ответвления с передней стороны и 3 с задней. И 2 оставшимися проволоками обматываем рога, создавая объем. Второй рог делаем симметричным первому. Теперь берем массу папье-маше и небольшими кусочками обмазываем проволочную заготовку, выравнивая поверхность мокрой кистью или пальцами. Оставляем на просушку. Как видите, масса дала усадку, и в некоторых местах детальки разошлись. На рогах у меня в некоторых местах проявилась ржавчина. Поэтому снова берем массу и исправляем все недочеты.
Утолщаем основание рогов и примеряем их на голову оленя. Если все устраивает, оставляем на просушку. После полной просушки приклеиваем рога на голову оленя любым полимерным клеем и оставляем до полного схватывания клея. Я оставила на ночь. Теперь можно переходить к росписи. Я, как и всегда, раскрашиваю все акриловыми красками. Сначала раскрашиваю шерстку оленя в красно-коричневый цвет, оставляя неокрашенными грудку, брюшко, нижние части ног, внутренние части ушек и заднюю сторону хвоста. Дальше я решила, что красно-коричневый цвет очень яркий, и, разбавив его белой краской, нанесла второй слой. Цветом слоновой кости раскрашиваю все неокрашенные места: грудь, животик, ножки, ушки и хвост. Теперь жесткой сухой кистью прохожусь по всему оленю краской цвета охра. Коричневой краской раскрашиваю рога и копыта. Белой краской раскрашиваю попону, поводья и шапочку. Если вы будете раскрашивать оленя после лепки, то этот шаг можно пропустить. И раскрашиваю весь слепленный декор в зеленый и красный цвет. Вы же можете выбрать цветовую гамму на свой вкус. Думаю, в молочно-золотой или серебряно-голубой одежде олени будут смотреться тоже очень нарядно и эффектно. Развожу коричневую краску водой и добавляю тени во все углубления и сгибы. Сухим спонжем или жесткой сухой кистью краской цвета слоновой кости прохожусь по всему декору на одежде, подчеркивая и выделяя рисунок и создавая объем. Коричневой краской рисую радужку у глаз, черной рисую зрачки, а белой ставлю блики. В дальнейшем я увеличу радужку, так как мне показалось, что у оленей получились чересчур человеческие глаза. Ну а пока вы видите промежуточный итог мордочки. Золотой краской, опять жесткой сухой кистью, выделяю рисунок на попоне и шапочке. И добавляю немного золота на рога и копыта.
Теперь из любого декоративного шнура или пряжи, в моем случае красного и зеленого цвета, делаю 4 кисточки. Также можно сделать не кисточки, а помпоны. Это уже на ваш вкус. И приклеиваю 2 кисточки, как сережки, с одной стороны оленя. Можно сделать их из 2, но мне показалось, что это будет перегружать образ. А из оставшихся 2 кисточек делаем поводья, привязав их на отрезок белого шнура. В идеале, конечно, лучше использовать золотой шнур или молочный, но у меня его, к сожалению, не было. И приклеиваем поводья к оленю. Также я добавила золотой бубенчик в районе верхнего края попоны, чтобы концы поводьев красиво свисали с одной нужной нам стороны. Золотой краской тонирую поводья и кисточки. И наконец я поняла, что все это время меня смущало в моих оленях. Конечно же, это человеческие глаза и верблюжий нос, поэтому исправляю мордочку, дорисовываю радужку и нос. И белой краской сухой кистью высветляю окантовку глаз, нос, рот и лоб. И вот теперь олень стал похож на оленя. В завершении покрываем оленя матовым или глянцевым акриловым лаком и любуемся результатом. Если учесть, что изначальная фигурка была больше похожа на козленка, чем на оленя, то результатом я довольна. Конечно, в идеале мне бы хотелось, чтобы у оленя были более тонкие длинные ноги, да и шея не мешала бы быть более вытянутой, ну и такой вариант рождественских оленей меня устраивает. Я постаралась показать вам, что любую игрушку можно превратить в очень красивый декор для дома. Нужно всего лишь немного пофантазировать и принарядить выбранного героя. Надеюсь, этот мастер-класс вдохновил вас на создание своих маленьких шедевров и был вам полезен и интересен. И если это так, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем отличного настроения и приятного отдыха. До скорой встречи. Пока-пока.